Когда-то в одном из шумных городов, где тротуары покрыты мелким песком, а окна в домах ярко освещаются после заката, жила кошка по имени Лира. Она была маленькой, с пушистым серым мехом, который на свету переливался серебристым блеском. У нее были большие выразительные глаза, похожие на озера, в которых отражались звезды. Лира родилась в подвале одного старого дома, где не было ни тепла, ни света. Мать Лиры, бродячая кошка, заботилась о своих детях, как могла, но жизнь на улице была суровой. В первый месяц жизни Лира видела много разных людей, но все они проходили мимо, не обращая на нее внимания. Она была лишь одной из многих бездомных кошек, которых люди не замечали. В какой-то момент их заметили. Это были молодые люди, пара, которая недавно переехала в этот дом. Они увидели Лиру и решили взять ее домой. Сначала все было прекрасно. Лира быстро привыкла к новому дому. Мягкие диваны, теплая кухня и даже игрушки, которые так не хватало на улице. Она спала на подушках, а хозяева любили гладить ее и играть с ней. Казалось, это был новый, лучший мир. Но с каждым днем Лира все больше замечала перемены. Как-то вечером хозяева начали часто ссориться, их голоса становились все более громкими, а стены, казалось, тряслись от злости. Лира не могла понять, что происходит, но чувствовала, что все меняется. Однажды, вернувшись домой, хозяева нашли ее забавной, милой, но как-то слишком надоедливой. Кошка, привыкшая к вниманию, теперь стала лишней в их жизни. «Надо подумать, что с ней делать», — сказал один из них, держа в руках упаковку для питомцев. «Она мешает нам». На следующее утро Лиру выгнали на улицу. Она сидела у двери, тихо мяукая, ее маленькое сердце было разбито. Но дверь закрылась, и ее мир вдруг стал чужим. Лира не знала, что делать. Хозяева, которых она так любила, больше не хотели ее. Она оставалась одна на улице. Один день сменял другой. Лира бродила по улицам, искала еду и убежище. Время от времени люди, проходя мимо, сжали губы, но никто не останавливался, чтобы помочь. Лира чувствовала, как ее душа наполняется тоской. Но, несмотря на все это, она продолжала двигаться вперед. Она искала свет, но казалось, что в этом мире не было места для кошек, которые также искали теплоту и любовь, как и люди. И вот однажды, после нескольких дней скитаний, Лира оказалась возле маленькой лавки, где женщина с добрым лицом заметила ее. Женщина по имени Валентина, пожилая, с седыми волосами, которая продавала цветы, взглянула на Лиру и кивнула. «Ты одинока, малышка?» — спросила она, протягивая руку. Лира осторожно подошла и приняла ее приглашение. Внутри лавки было тепло, и запах цветов наполнял воздух. Женщина взяла кошку на руки и прижала ее к себе. «Мы с тобой будем добры друг к другу», — сказала она, смеясь. «В тебе есть что-то особенное». Лира почувствовала нежность в ее словах. Женщина принесла ее в свой маленький дом, который был полон запаха цветов и уютных книжных полок. Здесь, среди старых книг и цветов, Лира начала заново учиться доверять. Но, несмотря на заботу, Лира не могла забыть тот день, когда ее оставили. Чувство одиночества преследовало ее. Каждое утро она выходила на улицу, искала знакомые места, но никогда не находила тех людей, которые когда-то называли ее своим другом. Прошло несколько месяцев с того момента, как Лира оказалась в доме Валентины. С каждым днем она становилась все более спокойной и привыкала к новым условиям. Женщина заботилась о кошке, кормя ее вкусной едой и обеспечивая уютный уголок для сна. Однако, несмотря на эти заботы, Лира все чаще сидела у окна, как бы пытаясь понять что-то важное, что ускользало от нее. Она не могла забыть своих прежних хозяев, и, несмотря на все ее попытки быть счастливой, чувства обиды и боли продолжали оставаться в глубине ее сердца. Однажды, утром,
Когда Валентина готовила чай на кухне, Лира подошла к ней и тихо мяукнула. Женщина взглянула на нее и мягко улыбнулась. «Что-то не так, малышка. Ты опять грустишь?» — спросила Валентина, кладя чашку на стол. Лира не могла ответить словами, но ее глаза, полные тоски, говорили сами за себя. Валентина присела рядом и осторожно погладила ее. «Ты знаешь, я тоже когда-то потеряла много. Потеряла людей, которых любила, потеряла дом. Но я всегда верила, что в мире есть место для тех, кто умеет любить. И ты, моя дорогая, заслуживаешь любви». Лира почувствовала, как эти слова согревают ее. Валентина говорила с такой искренностью, что кошка начала доверять ей еще больше. Все-таки, несмотря на все переживания, этот мир не был таким уж и холодным. Здесь, рядом с Валентиной, она чувствовала себя в безопасности. Но однажды утром, когда Валентина ушла на рынок, Лира решила, что ей нужно больше, чем просто забота. Она почувствовала, что внутри нее живет потребность найти свое место в мире, где ее никто не предаст. Кошка решила выйти за пределы лавки и отправиться в город, чтобы найти людей, которые смогут по-настоящему понять ее и полюбить. В тот день погода была переменной. Светило яркое солнце, но порой густые облака затмевали небо. Лира бродила по улицам, чувствуя запахи и звуки города. Она искала что-то, нечто, что могло бы заполнить ее пустоту. В это время ее внимание привлекла небольшая площадь, где дети играли с мячом. Лира подошла ближе и остановилась. Она смотрела на ребят. Их радостные крики и смех заставили ее сердце забиться быстрее. Она могла бы быть частью этой игры, частью их мира. Но кошка знала, что она чужая среди них. Как раз в этот момент к Лире подошла девушка с длинными темными волосами. Она была одна, с сумкой через плечо и улыбкой, которая была теплой и открытой. Девушка присела рядом с кошкой. «Ты потерялась, малыш?» — спросила она, гладя Лиру по голове. Кошка робко посмотрела на нее. В ее глазах была не только тоска, но и надежда. Та самая, которая пробудилась, когда она почувствовала, что кто-то здесь, на этой площади, мог бы ее понять. Девушка продолжала. «Ты такая красивая. Думаю, ты одна. Да? Что скажешь, если я возьму тебя домой? Я тоже недавно переехала сюда. Я знаю, как бывает тяжело в чужом месте. Ты будешь мне хорошей компанией». Лира взглянула на нее, и что-то в ее сердце откликнулось. Возможно, это была еще одна попытка обрести дом. Но на этот раз она была готова дать шанс. Девушка по имени Ирина стала для Лиры новым человеком, которому она могла довериться. Ирина не была похожа на других людей, которые просто проходили мимо. Она не была безразличной. Каждый день она заботилась о кошке, играла с ней, давала ей пространство, чтобы Лира могла привыкнуть к новому дому. Ирина показала ей свой уютный уголок, где было много мягких подушек и игрушек, которые Лира так любила. Но главное, Ирина всегда разговаривала с ней как с равной. «Ты знаешь, когда стоим...» — сказала Ирина однажды, когда Лира уютно устроилась на ее коленях. «Я думаю, ты не просто кошка. Ты маленький ангел, который попал ко мне в руки». Лира чувствовала, что в ее жизни началась новая глава. Не сразу, но она все больше и больше раскрывала свои чувства, доверяла Ирине, и вскоре они стали настоящими друзьями. Однажды вечером, когда Ирина возвращалась домой с работы, она заметила, что Лира сидит у окна и внимательно смотрит в темнеющее небо. Это было ее обычное место. То самое место, где она всегда искала ответы на свои вопросы. Ирина присела рядом с ней и мягко сказала: «Ты хочешь чего-то большего, да? Понимаю тебя. Иногда мы ищем что-то, что невозможно найти в этом мире. Но, может быть, ты уже нашла. Просто посмотри на нас. Мы с тобой — это уже целый мир, в котором есть место для любви и радости».
Лира посмотрела в глаза своей новой подруги и поняла, что она больше не одна. Ее путешествие не закончилось, но теперь оно было наполнено смыслом. Она не искала больше спасения, она искала дом. И, возможно, Ирина была тем человеком, который смог дать ей этот дом.